О дважды рожденные мудрецы! Служить преданным, полностью свободным от всех пороков, великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послания Васудевы. Комментарий. Причина обусловленности живого существа в том, что оно восстало против Господа. Есть люди, называемые девами, божественными живыми существами, а есть люди, называемые асурами, демонами, отвергающими власть Верховного Господа. В Бхагавад-гите в 16 главе дается яркое описание асуров. Там говорится, что асуры с каждой последующей жизнью опускаются на все более низкие уровни невежества, получая тела низших животных и лишаясь возможности узнать об абсолютной истине, личности Бога. Но милостью освобожденных преданных слуг Господа, действующих в разных странах согласно высшей воле, эти асуры постепенно очищаются, достигая осознания Бога. Такие преданные Бога находятся в очень близких отношениях с Ним. И когда они приходят, чтобы спасти человеческое общество от безбожия, их называют могущественными воплощениями Господа, сыновьями Господа, Его слугами или спутниками. Но никто из них не обманывает людей, провозглашая себя Богом. Такое богохульство совершают только асуры, а их демонические последователи принимают этих самозванцев за Бога или Его воплощение. В богооткровенных писаниях содержатся подробные сведения о воплощении Бога. Никого не следует признавать Богом или Его воплощением, если это не подтверждается богооткровенными писаниями. Преданные, которые действительно хотят вернуться к Богу, должны почитать слуг Бога наравне с Ним самим. Таких слуг Бога называют махатмами или тиртхами, и они всегда проповедуют в соответствии со временем и местом. Слуги Бога побуждают людей становиться преданными Господа. Они никогда не позволяют, чтобы их самих называли Богом. Как явствует из богооткровенных писаний, Шри Чайтанья Махапрабху был самим Богом, но выступал в роли преданного. Те, кто знал, что он Бог, обращались к нему как к Богу, но он при этом затыкал уши и начинал повторять имя Господа Вишну. Он резко протестовал против того, чтобы его называли Богом, хотя он, вне всяких сомнений, был самим Богом. Своим поведением Господь предостерегал нас от бессовестных людей, получающих удовольствие от того, что их называют Богом. Слуги Бога приходят, чтобы распространять сознание Бога, и разумные люди должны всячески сотрудничать с ними. Тот, кто служит слуге Бога, доставит ему больше удовольствия, чем тот, кто служит самому Господу. Когда Господь видит, что его слугам оказывают должное почтение, это приносит ему больше удовольствия, ибо ради служения Господу его слуги рискуют всем и потому очень дороги ему. В Бхагавад-гите 18.69 Господь провозглашает, что для него нет никого дороже, чем тот, кто, рискуя всем, распространяет его славу. Тот, кто служит слугам Господа, постепенно обретает качество этих слуг и становится способным слушать о славе Бога. Горячее стремление слушать повествование о Боге – первое качество преданного, достойного войти в Царство Бога. Vasudeva Kataruchi Shan Mahat Sevaya Viprabhunya Tirtha Nishevana Nishorasberg. Шушрушох Шрадханасья Васудева Катхаручих Сьян Махат Севая Випрах Пунья Тиртха Нишеванат. Перевод. О дважды рожденные мудрецы! Служить преданным, полностью свободным от всех пороков – великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать повествование, послания Васудевы. Here, Sudago Swami is replying to the questions of the sages in the forest of Naimisharanya. Здесь Сута Госвами отвечает на вопросы мудрецов Наймишарани. So this verse, in this verse, he is stressing the importance of service to the Vaishnavas. В этом стихе подчеркивается важность служения Вайшнавам. Krishna himself says that one who claims to be my devotee is not my devotee, but one who is a devotee of my devotee, he is my real devotee. Сам Кришна говорит, что тот, кто называет его преданным, не является его преданным, но тот, кто называет себя преданным его преданного, на самом деле его преданным. Just as we cannot approach the president directly, мы не можем обратиться к президенту напрямую. We have to somehow approach the employees of the president or the secretaries of the president,
Мы должны обратиться через других лиц, через секретарей к президенту. You see, that's the way to approach the president. Это способ, чтобы обратиться к президенту. So similarly, to approach Krishna, we have to approach his devotees. И точно так же, чтобы обратиться к Кришне, мы должны обратиться к его преданным. Especially devotees who are very seriously practicing Krishna consciousness. Особенно к тем преданным, которые очень серьезно практикуют сознание Кришны. One should, as the Bhagavad Gita, in the Bhagavad Gita, Krishna says, Tadvadi pranipatina pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tadvadarshina. Try to know the truth by approaching a spiritual master. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что попытайтесь понять истину, обращаясь к духовному учителю. Render service to him and inquire from him submissively. Совершая служение ему и искренне вопрошая его. The self-realized soul can impart knowledge to you because he has seen the truth. И осознавшая себя душа знает истину, и она может вам дать эту истину. So basically, those who are spiritual master means they are devotees of the Lord who are teaching the same thing as the previous acharyas. Духовный учитель учит тому же, чему и учили предыдущие ачарьи. Prabhupada often stressed that we should not change the philosophy or invent some new philosophy. Прабхупада часто подчеркивал, что мы не должны ничего менять в философии и не должны ничего изобретать. Rather, we have to remain faithful to the teaching of the previous acharyas. Мы должны иметь веру в учение предыдущих ачарьев. And we have to repeat what they said. И мы должны просто повторять то, что говорили они. Not to change their instructions. И не менять их наставлений. Because otherwise we can spoil the process. Иначе мы просто испортим весь процесс. We should not concoct, but rather we should repeat accurately what is said by Krishna and the previous acharyas. Мы не должны ничего выдумывать, мы просто должны повторять то, что говорили Кришна и предыдущие ачарьи. In this way, Krishna's instruction come down to us through the parampara. Через парампару наставления Кришны приходят к нам. And when we offer service to Krishna, we also offer through Guru and the parampara. И когда мы предлагаем служение Кришне, мы это делаем через парампару. Through Guru also, Guru and parampara. Через гуру и через парампару. Guru is part of parampara, of course. Гуру он является частью парампары. And even to approach Guru, we should associate with his servants. Даже чтобы обратиться к гуру, мы должны общаться с его слугами. We should respect senior devotees. Мы должны уважать старших преданных. And we should cooperate with devotees in general. Мы должны в целом сотрудничать с преданными. Because devotees are very dear to Krishna. Так как преданные очень дороги Кришне. If we offend a devotee, Krishna will not be pleased. Если мы оскорбляем преданных, Кришна не будет доволен. But if we please the devotee, cooperate with the devotee, that will be pleasing to Krishna. Но если мы доставляем удовольствие преданным, если мы сотрудничаем с преданными, Кришна будет доволен. As Prabhupada explained, if you see a man is walking with his child, и Прабхупада объясняет, если вы видите человека, гуляющего с ребенком, and you give some like a sweet or something to the child, даете ребенку какую-то сладость или еще что-то, this is very pleasing to the man. Это очень приятно этому человеку. He likes to see that his child is happy. Ему нравится видеть, что его ребенок счастлив. So in the same way, Krishna likes to see that his devotees are peaceful, they're happy. Точно так же и Кришна доволен видеть своих преданных счастливыми и
спокойными. So if someone is trying to help the devotees, trying to satisfy the devotees, that is very pleasing to Krishna. Если кто-то пытается удовлетворить преданных, то это очень приятно Кришне. And somebody is arguing with devotees or fighting with devotees, it is not pleasing to Krishna. Если кто-то борется с преданными, оказывает им противодействие, это не нравится Кришне. It is aparad, Vaishnava aparad. Это называется Вайшнава апарадха. Krishna, he doesn't forgive it very easily. Кришна не так просто прощает такие вещи. In fact, he doesn't unless a devotee forgives. Krishna doesn't forgive. Пока преданный не простит, Кришна точно не простит такое. We see the story of Ambarish Maharaj and Durvasa Muni. И мы знаем такую историю об Амбарише Махараджи и Дурвасе Муни. Ambarish Maharaj was a king. Амбариша Махарадж был царем. And also devotee. И он также был преданным. And Durvasa Muni was a Brahmin and a great mystic yogi. Дурваса Муни был браманом, великим мистическим йогом. And he is very powerful. Он был очень могущественным. Actually, he's even known as a partial expansion of Lord Shiva. Он является частичной экспансией Господа Шивы. Lord Shiva is easily pleased and also easily angered. Господа Шиву очень легко умилостивить и также легко разгневать. Same with Durvasa Muni. То же самое и с Дурвасой Муни. Someone renders service to him nicely, he would give them blessing. Если кто-то хорошо служит ему, он даст благословение. And somebody disturbed him, he would curse them very severely. Если кто-то беспокоит его, он очень сурово проклинает. But he also was a mystic yogi, but he was a little bit envious of devotees. Он был мистическим йогом, но он также в какой-то степени завидовал преданным. He tried to create problems for devotees. Он пытался создавать проблемы преданным. Like the Pandavas, when the Pandavas were in exile. Подобно тому, как когда пандавы были в ссылке. He tried to put them in an inconvenient position. Он пытался их поставить в неудобное положение. But Krishna helped them. Но Кришна помог им. And similarly, he tried to create some problem for Ambarish Maharaj. И точно так же он пытался создать проблемы для Амбариша Махараджа. Because what he would do, he would come. He had many thousands of followers. У него тысячи последователей. And he would come suddenly, unexpected, with thousands of followers. И он может неожиданно прийти вместе с тысячей своих последователей. So the Kshatriyas, the kings, they had to welcome the sages. They had to serve them. Кшатрии, цари, они должны приветствовать святых. And feed them. И кормить их. And he would come just at inconvenient times. И он обычно приходит в неудобное время. Just you know, to test them. Чтобы проверить их. With the Pandavas are in exile, so they were living simply in the forest. Пандавы были в ссылке, они просто жили в лесу. They didn't have a big kitchen and many cooks. У них не было большой кухни, много поваров. But Draupadi, she had a special pot. The wife of the Pandavas, Draupadi, she had a special pot. Драупади, жена пандавов. She had a special cooking pot, you know, for cooking. У нее была особый, как бы, посуда для приготовления. And that could produce enough food for all the guests. Которая может производить достаточно пищи для любого количества гостей. But after the meal time was finished, it could not produce a lot of food until the next meal time. И когда прием пищи завершен, обед завершен, то уже этот горшок не может произвести достаточно пищи до тех пор, пока не наступит следующий прием пищи. So there were specific meal times, specific times. И были определенные часы
прием пищи. And Durvasa Muni, he knew this. Дурваса Муни знал это. And he came just after the meal was finished. И он всегда приходил To them, сразу. to the Pandavas. Он к пандавам пришел сразу после того, как они завершили прием пищи. And he came with many followers. И он пришел с множеством последователей. So Pandavas were very worried. What shall we do? Пандавы были очень беспокойны, что нам делать. So they thought, okay, let's ask him to take bath in a river with his followers, and we'll try to arrange something. Они решили предложить ему принять омовение в реке и за это время подумать, что можно сделать. So then Draupadi, she is very much in anxiety. Драупади была очень сильно обеспокоена. What to do? Что делать? Who can help? Кто может помочь? Only Krishna. Только Кришна. So she prayed, please help Krishna. Она молилась, пожалуйста, Кришна, помоги. So Krishna appeared. И Кришна появился. And he said, you look in a pot, maybe there's a small amount of food left, some little vegetable, something. И Кришна посоветовала ей посмотреть в горшок, может быть там что-то осталось, может какой-то маленький овощ. So she found, yeah, little bit. И она нашла маленький кусочек пищи. And Krishna, give me. И Кришна попросил, дай мне. So he ate that little. И он поел этот остаток пищи. And immediately Durvasa Muni and his followers, they thought, oh, we're eating a huge meal. И немедленно Дурваса Муни его последователи почувствовали, что как будто они съели большое количество пищи. And they thought, we cannot go back. After bath, we cannot go back because maybe they have arranged and we won't be able to eat anything. И они поняли, что они не могут вернуться, потому что они уже не способны были ничего есть. И подумали, что вдруг они что-то приготовили, мы не будем возвращаться. So they left, they went away. И все, они ушли. And he also came to Ambarish Maharaj in inconvenient time. И они также пришли к Амбарише Махараджу в неудобное время. That was Dwadashi morning, like today. Было Двадаши, как и сегодня. We have to eat the grain, by particular time. Знаете, сегодня в определенное время мы должны принять зернопловы. So that time he came. И в это время они пришли. And Ambarish Maharaj, again he was wondering, what shall I do? И Амбариша Махарадж, он также думал, что делать. He had not broken the fast. Он сам еще не прервал пост. And the host, the king, he cannot eat before the Brahmin guests. И как вот хозяин, он не может есть раньше, чем браман, гость. So again he said, please go and take a bath in the river. И он попросил также, примите омовение в реке. Then he consulted the Brahmins in the palace. И тогда он посоветовался с браманами во дворце. Well, they said, in this case, better you take some water. И они посоветовали ему попить немного воды. Seems it was a Nirjala Ekadashi he was following. Потому что они соблюдали кадиш. Кажется, это был Nirjala, он следовал Nirjala, no water also. И вообще, на самом деле, нельзя было пить воду. On that particular Ekadashi. Именно в этот Экадаши. So they said, okay, now take water. It is it is considered to be not breaking the fast, but also it's like breaking the fast in this case. И они сказали, что вот в такой ситуации это одновременно и не является прерыванием поста, и является. So he took a little bit of water. И он принял немного воды. But Durvasa Muni was a mystic yogi. Но Дурваса Муни был мистическим йогом. And he understood, oh, he has taken water. И он понял, да, он принял воду. He has taken before me. И он принял эту воду раньше, чем я. This is an offense. Это оскорбление. So he pulled a hair from his head. И он выдернул волосок из головы. And he chanted some mantras. Прочитал мантру. And a great monster appeared. И появился большой монстр. And he said, you go, you punish this Ambarish Maharaj. И он сказал, иди накажи Амбариша Махараджа. So Lord Narayan, Господь Нараян, he was observing this он наблюдал за всем этим. from his planet, С его планеты, Vaikuntha. с Вайкунтхи. He didn't like it.
Ему не понравилось это. That Durvasa Muni was trying to harass his devotee. Что Дурваса Муни пытался как-то причинить вред его преданным. So he threw his chakra, you know, this disc, wheel discus that he И он has, запустил свою чакру, диск, and it killed the monster. и убил монстра. And then the chakra began to approach Durvasa Muni. И эта чакра, она стала гоняться за Дурвасой Муни. And he's a very hot, creates a lot of heat energy. И это очень сильная энергия. And Durvasa Muni, he began to run away. Дурваса Муни начал убегать. And he was very powerful, mystic yogi. He could fly throughout the universe. Он очень великий, могущественный мистический йог, он может по планетам летать. And he tried to approach Lord Shiva for protection. И он пытался прийти к Господу Шиве и получить защиту. And Lord Shiva said, I cannot help you. You will have to go to Lord Narayan himself. Господь Шива сказал, я не смогу тебе помочь, ты должен идти к самому Господу Нараяне. That's his chakra. Это его чакра. And same with Brahma, he tried to get protection. Same thing, he said, go and see Lord Narayan. То же самое повторилось Господу Брахма, и он сказал, ты должен идти к Господу Нараяне. And when he went to, he was so powerful he could reach Vaikuntha. Он был настолько могущественным, что он даже смог достичь Вайкунтхи. And he asked Lord Narayan, please protect me, please protect me. Он попросил Господа Нараяну, пожалуйста, защити меня. And Lord Narayan said, I'm sorry, I cannot help you. Господь Нараян сказал, извини, я не могу тебе помочь. You have offended my devotee. Ты оскорбил моего преданного. And he spoke one famous verse. И тогда он произнес очень известный стих. That devotees are in my heart and I am in the heart of the devotees. Я в сердце своих преданных, и они в моем сердце. I don't know anyone but my devotees and they also don't know anybody but me. Я не знаю никого, кроме моих преданных, и они не знают никого, кроме меня. He said, the only way to get free is to, from this chakra, you go to Ambrish Maharaj and you beg forgiveness. Единственный способ освободиться от моей чакры – это пойти к Амбарише Махараджу и попросить прощения. So he followed that instruction. И он последовал этому наставлению. He apologized to Ambrish Maharaj. Он извинился перед Амбаришей Махараджем. And Ambrish Maharaj forgave him. Амбариша Махарадж простил его. And as a devotee also, he himself was very pure-hearted, soft-hearted person. И преданный, он, как и все преданные, очень мягкосердечный. So he also said, you please forgive me if I have created some inconvenience for Он you. также сказал, прости меня, если я причинил тебе какие-то неудобства. So like that, the matter was settled. И таким образом все было улажено. But we can see that if one offends the devotee, the Lord will not forgive. И таким образом мы понимаем, что если кто-то оскорбит преданных, Господь не простит это. There's also in the pastime of Lord Chaitanya the example of Gopala Chapala. Во времена Господа Чайтаньи был такой пример с Гопала Чапалой. He tried to discredit Srivas Thakur. Он пытался дискредитировать Шривас Такура. And in the night he put all kind of paraphernalia for worship of Durga just outside Srivas's house. И ночью он убрал все параферналии для поклонения богине Дурге подальше от дома Шриваса. And in the morning Srivas came and he saw, and he invited everybody, you come and see, I'm worshipping Durga. И утром Шривас пригласил всех, смотрите, сейчас я буду поклоняться Дурге. But everybody knew he's not a devotee of Durga, he's a devotee of Krishna, Chaitanya Mahaprabhu. И все знали, что он не является преданным Дурге, он является преданным Кришне Чайтаньи Махапрабху. And Lord Chaitanya was not pleased by that. Господь Чайтанья не был доволен With this behavior of Gopal Chapala. таким поведением Гопала Чапала. So Gopal Chapala, as a result, he got leprosy. И Господь Чайтанья... Leprosy is a skin disease, disease of the skin. И Гопала Чапала, у него случилась кожная болезнь, проказа. Because, and he had to go live outside the village. И
И он вынужден был уйти из деревни. And he was suffering very much. Он жил там вне деревни и страдал очень. And one day Lord Chaitanya passed that way. И однажды Господь Чайтанья проходил мимо. And he said, please, please forgive me, please relieve me from this suffering. И он попросил, пожалуйста, прости меня, освободи меня от этой болезни. But Lord Chaitanya said, no, he said, you have offended my devotee, you will have to suffer for many lifetimes. И Господь Чайтанья сказал, нет, ты оскорбил моего преданного, и ты должен страдать очень долго. Many lifetimes. Много жизней. And Lord Chaitanya left. Господь Чайтанья ушел. And then again later, the same thing. He was suffering even more. Lord Chaitanya came. И он страдал еще сильнее. Господь Чайтанья проходил. And again he asked, please help me. Он снова просил помочь. And Lord Chaitanya said, only way you can get free is you have to beg forgiveness from Srivas Thakur. Господь Чайтанья сказал, единственный способ это пойти попросить прощения Шриваса. So then he followed and he became free from his leprosy. И когда он последовал этому, он освободился от проказа. So this is the principle that Hare Krishna. This is the principle that one should not offend devotees, but one should serve devotees and try to please devotees. И это принцип такой, что нужно служить преданным, нужно стараться удовлетворить их, не нужно оскорблять их. Listen to their instruction and cooperate. Слушать их наставления, сотрудничать с ними. One should hear from those who are more senior and serve them. Человек должен слушать тех, кто старше его, и служить им. And one should make friendship with those who are on a similar level and serve together with them. Дружить с теми, кто на том же уровне находится, и вместе с ними служить. And one should give good example and good instruction to those who are junior. И человек должен подавать хороший пример младшим. So in this way one should associate with devotees. Таким образом, каждый должен сотрудничать, общаться с преданными. In Upadeshamrit also is recommended. В Упадешамрите также рекомендуется 6 kinds of loving exchanges between devotees. 6 видов любовного взаимообмена между преданными. To give gifts and accept gifts. Давать подарки, приносить дары и получать дары. To give prasad and accept prasad. Угощать прасадом, принимать прасад. And to reveal one's mind in confidence and hear others reveal their mind in confidence. Открывать свое сердце и слушать и сокровенно. So these are ways in which devotees can associate. Of course, they should chant Hare Krishna together and hear the scriptures together. Это способы взаимообмена любовного между преданными, и, конечно, они должны вместе воспевать Харе Кришну, Hear the scriptures together, слушать вместе Писание, worship the Lord together, поклоняться Господу вместе and cooperate to spread the Sankirtan movement. и сотрудничать, чтобы участвовать в движении Санкиртана. Thank you, Hare Krishna. Спасибо, Харе Кришна. Any questions? Есть какие-то вопросы? Харе Кришна Махарадж. Можно вопрос? Там сказано, что существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, да? Из них 400 форм человеческой. А вот что эти 400 форм человеческой жизни? И из всех ли из них могут вернуться к Богу, как говорится, что только в человеческой форме жизни можно обрести, прийти к Богу и восстановить свои взаимоотношения. It said that there are 8,400,000 forms of life. Human forms. Oh, yeah, forms. Yes, forms of life, and 400,000 human forms of life. And the question was that is it possible for all the representatives of these human forms of life to come to God? Well, Prabhupada
does say that civilized human forms, they can go back to bed. Прабхупада отвечает, что говорит, что цивилизованные формы жизни, человеческие цивилизованные формы жизни, вот, все они могут прийти к Богу. It also includes demigods, to my understanding. И That's also a type of human form. согласно моему пониманию, это касается также полубогов. Demigods are a kind of human form. Полубоги это относятся к видам человеческих форм жизни. So wherever there are scriptures, laws of God available in those human societies, people can advance in spiritual life. Везде, где существует Писание, люди могут прогрессировать и прийти к Богу. Pисание, scripture? Писание. Okay. But a very primitive human form, well, not directly, they will have to come to a higher level of human form. Что касается примитивных человеческих форм жизни, им нужно будет не напрямую, а постепенно проходить, совершенствоваться. Take birth in higher human им form. нужно будет принять рождение в более высшей форме человеческой жизни. Yes, so as to hear scripture. Для того, чтобы быть способными услышать Писание. Okay. Yeah. Там еще говорили, или это в комментариях Прабхупады, что демоны деградируют, если они не сталкиваются с сознанием Кришны, или они деградируют и опускаются на адские, или в низшие миры, там говорится, да? То есть обязательно, чтобы они встретились с сознанием Кришны, или как... Вот в комментариях Прабхупады говорится про демонов. Что демоны, они деградируют до низших форм жизни. Потом опускаются на адские планы. По-моему, там говорится, что без сознания Кришны никак. In the Prabhupada's purport, it is said that asuras degrade to the lowest forms of life, they go to hell without Krishna consciousness. Вопрос какой? Ну, вопрос в том, что именно это происходит вот в этот век, век Кали, и если, допустим, любой человек, да, вот в этот век, если он не занимается духовной практикой, если не стремится к Богу, он вынужден деградировать, опускаться в низшие формы жизни. Или только к демонам относится. And the question was that in Kali Yuga, during the period of Kali Yuga, is it only about asuras that they go to hell, or it is about all the people who do not practice Krishna consciousness? If they're pious, they do good work, charitable work, they can improve their karma, so they would not go to hell. They might go to a heavenly position, they might go to a better position. Если они благочестивы, если они совершают благочестивые поступки, они улучшают свою карму, они могут пойти на высшие планеты. And they would get opportunity for spiritual understanding. И они получат возможность духовного понимания. You see, it's only if they're sinful and doing harmful activities to others, then it will get bad karma and go into a hellish condition. Если они грешные, если они совершают плохие поступки, они ухудшают свою карму и идут в низшие миры. Получается, что без знания в Кали-югу все обречены. So in Kali Yuga, without knowledge, any person is have no other way.
without knowledge. Well, some people are, yes, but some people have some knowledge. It's not, it may not be a complete knowledge of Krishna consciousness, but they have some knowledge of, let us say, sattvic activities, activities in the mode of goodness. Но некоторые люди, они обладают частично знаниями в гуне благости. Some are trying to follow other religious processes. Некоторые пытаются следовать каким-то другим религиозным практикам. If they're sincere, they'll get benefit. Если они искренне, они получат благо. Somebody knows, say, about yoga or some kind of, sattvic activity. Кто-то знает что-то о йоге, о благочестивой деятельности. And he'll get some pious credit for his activity. И они получат благочестие. Which will help them to be elevated or come to the position of hearing about Krishna. И это поможет им возвыситься до положения, чтобы они были уже способны услышать о Кришне. So it's not the case that everyone is going to hell if they don't know about Krishna consciousness. То есть это не так, что все, кто не знают о Кришне, пойдут в ад. They may be going to, moving up and down to higher positions or lower positions. Они могут то выше подняться, то ниже по своему положению. Brahmanda Brahmite Kono Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti. Brahmanda Brahmite means the living entities are wandering through the universe, sometime in higher, sometimes in lower position. Живые существа путешествуют по материальному миру, иногда они поднимаются выше, иногда ниже опускаются. But one who is fortunate by the grace of Guru and Krishna, he gets the seed of bhakti. Но тот, кто достаточно удачлив, благодаря Гуру, благодаря милости Гуру и милости Кришны, он получает семя бхакти. Then if he plants the seed in his heart and waters it by hearing and chanting about Krishna, then he can advance in spiritual life. И если он посадит в своем сердце это семя, будет поливать его слушанием и повторением святых имен, то он будет advance in spiritual life. Он будет подниматься в духовной жизни. Yes, but the verse says already they are wandering throughout the universe. Stih говорит, они уже как бродят по вселенной. Да? Даже до того, как они встретились с Гуру и Кришной. Они уже, they are already moving up and down in different species. И живые существа, они бродят по вселенной до того, как они встретились с Гуру и с Кришной. Sometimes, Prabhupada says, sometimes in a higher and sometimes in lower position. Иногда они находятся в более высоком положении, да, более низком. Вот здесь христианский храм есть такой, в Ижевске. Мы заходили. В принципе, так все чисто, аккуратно. Можно ли сказать, что у них поклонение в гуне благости? Here in Ижевск we have a Christian church. It is cleanliness there. Can you say that it is the mode of goodness? Well, in general, yes. В целом, да. But if they are killing cows and eating cows, that's not good. That's a sinful activity. Но если они убивают и едят коров, то это греховная деятельность. But in principle, otherwise, most of their activities are pious. Yeah. Но в целом, как бы, это благочестивая деятельность. Okay, thank you very much. One or two questions. I think maybe some of you have to go, but we can. Okay. Может быть, кто-то должен. Если кому-то нужно, если кто-то торопится, то еще пару вопросов. Можно узнать, как вы познакомились с знанием Кришны? Yeah, I got some books. I got some magazines. Saw devotees in the street chanting, and got some magazines and read them. Увидел преданных на улице, поющих, и взял журнал, книги. And I was invited to temple. Меня пригласили в храм.
So first I went to temple. Prabhupada was there in London temple. И первый раз, когда я пришел в лондонский храм, там был Прабхупада. And so I heard his lecture. Услышал его лекцию. And after a few days again came and heard again the lecture. И через несколько дней опять снова пришел на лекцию. Then I was invited to stay in the temple. И затем меня пригласили остаться в храме. У меня два вопроса. Я хотела бы спросить, серьезно практикующие православные попадают, куда они попадают, в духовный мир или на райские планеты? И возможно ли, вот, чтобы вернуться к Кришне, достаточно просто вспомнить о нем в момент смерти, или нужно быть на уровне премы, то есть по ступеням развития бхакти? There are two questions. The first one was that about the Orthodox Christians. If they are serious and sincere in their practice, what is their destination? Whether they go to the spiritual world or to Heavenly planets. Oh, heavenly planets. Heaven. Yeah, they are trying to go to heaven. Они пытаются попасть в рай, и они попадают в рай, если серьезно практикуют. And the second question was that about the devotees who practice Krishna consciousness. Is it enough to for the devotee to remember Krishna in the time of death, and so they go to the spiritual world, or it is necessary to be on the stage of prema to have such a elevated position and to have Krishna? Well, generally they should be, seriously practicing Krishna consciousness and also think of Krishna at the time of death. Они должны серьезно практиковать сознание Кришны и помнить о Кришне в момент смерти, чтобы вернуться в духовный мир. Но есть люди, которые несерьезно, например, практикуют. Вспомнят. Вспоминают момент смерти, они попадают в духовный мир. There are the examples of people who didn't practice Krishna consciousness seriously, but at the time of death they accidentally remember Krishna. Is it possible for them to go to the spiritual world? Probably they may have to take birth again as devotees. Возможно, они снова примут рождение и родятся преданными. Probably. I mean, it's up to Krishna, of course. Это зависит от Кришны. People may be on different levels of purity. Люди могут быть на разных уровнях чистоты. Well, Prabhupada once said one should be 10% Krishna consciousness to go back to God. How many percent? 100%. Прабхупада говорил, что нужно быть 100% сознающим Кришну, чтобы вернуться в духовный мир. But the devotee said, what if I cannot manage 100%? И преданные спрашивали, ну что если вот я не на 100%? And Prabhupada said at least 90%. Прабхупада говорил, ну хотя бы 90%. And the devotee said, if I can't manage that. А преданные спрашивали, но если я еще не 90%? And Prabhupada said at least 80%. Прабхупада говорил, хотя бы 80%. And he said, I can't manage that. Prabhupada said at least 70%. И когда они спрашивали, ну если я не могу даже на 80%. So like this. At least 70%. То он сказал, ну хотя бы, по крайней мере, 70%. Вы, наверное, наверняка знаете историю про Прабхупаду, свои какие-то личные впечатления о Прабхупаде. Interesting about some personal stories concerning with Prabhupada. Their personal experience of associating with Prabhupada. I remember we were walking with Prabhupada in a park in Delhi. Помню, однажды в Дели мы шли с Прабхупадой, гуляли. And there was a man standing on his head. И увидели человека, стоящего на голове. Some yoga position. В йоговской асане. And the devotee began to laugh.
И преданные начали смеяться. And Prabhupada said, don't laugh. Преданные, Прабхупада сказала, не смейтесь. It makes the body fit for spiritual life. Он сказал, что он, этот йог, он делает, готовит свое тело к Yeah, yoga, I mean yoga makes the, hatha yoga makes the body fit for practicing spiritual life. Хатха-йога делает тело способным потом заниматься духовной практикой. It's helpful. Это имеет смысл, это полезно. That's a small story about Такая маленькая история с Прабхупадой. Есть ли какой-то определенный лимит времени, чтобы достичь вот эти 80%? Если, допустим, человек в сознании Кришны приходит уже в достаточно зрелом возрасте, да? Успеет ли он их достичь? If a person gets acquainted with the Krishna consciousness in not so young age, is it possible for them to get this 80% of Krishna consciousness? Yes. Да. У меня вопрос. Как простым людям, которые вот уже низшей степени деградации уже, то есть не сознают ни Бога в этом мире, то есть полные материалисты, как им кратко донести самую суть, и когда они задают вопрос. Вот самое такое понятное и простое, что им можно сказать, чтобы они как-то хоть задумались. А какой вопрос-ответ? Какой вопрос-ответ? Просто как им объяснить, да? Да, как им объяснить вот, о Кришне или вообще о Боге, вот, чтобы хоть как-то, атеистам, да, чтобы хоть как-то они задумались хотя бы чуть-чуть, вот самое-самое такое, правильные слова такие, как подобрать, какие? The question is that what to say to atheists, people who are really real materialists, how they say something essential that will be helpful for them to find out something about God. Well, it is said that it is an offense to preach to envious and atheistic. Говорится, что это является оскорблением вообще проповедовать завистливым людям, атеистам. Because they make more offenses. Потому что они начинают совершать еще больше оскорблений. Well, I think try to give them some prasadam. Думаю, что стоит им дать прасад. Or you can say that this is kind of mantra yoga, helps to make a person peaceful, like that. Либо можно им также сказать еще, что это вот такая йога-практика, которая мантра-йога практика, которая помогает вот успокоить ум. We have to say if the person is too envious, better not to disturb them. Но если человек завистливый, то лучше не беспокоить. Слишком. Если слишком. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Jai. Hare Krishna.